Всем привет! Задумывались ли вы над тем, что нашей планете может грозить перенаселение? Проблему перенаселения бурно обсуждают ученые всего мира. Станет ли людей на планете так много, что мы столкнемся с нехваткой ресурсов, голодом и другими катаклизмами? Что будет с Землей через 30, 50, 100 лет? Давайте разбираться вместе. В 2000 году Земля насчитывала 6 миллиардов 115 миллионов жителей. А по прогнозам ученых, уже к 2050 году людей будет более 8 миллиардов. Чем это обернется для человечества и какой есть выход? Группа исследователей обнаружила, что если использовать энергии на 60% меньше, чем сегодня, то даже для 10 миллиардов жителей планеты можно обеспечить отличные условия жизни. Но реально ли это? Ведь тогда необходимо потреблять столько энергии, сколько планета потребляла в 1960-х годах прошлого века. Сегодня больше всего энергии потребляют США и Австралия. По мнению специалистов, эту энергию можно было бы сократить на 90% без серьезных потерь и обеспечив таким образом комфортную жизнь для всего населения планеты. Но чтобы одинаково обеспечить всех энергией, необходимы радикальные меры и действия. Понадобятся максимально эффективные современные технологии, энергоэффективные здания и дома, транспорт, приборы, системы освещения, специальные установки для переработки и производства специальных материалов. А также для этого необходимо резкое сокращение потребления энергии некоторыми странами. Тем более, что одна из проблем, которая способствует изменению климата, это чрезмерное потребление. Чтобы обеспечить человечеству будущее, нужно много чего пересмотреть в нашей жизни. Но на практике, к сожалению, это не так просто. Многие люди боятся, что сокращение потребления энергии отразится на их комфортной жизни. Но решить экологический кризис можно и без серьезных потерь, и без отказа от современных благ. Тем не менее, любые изменения все же повлияют на привычную нам жизнь. Поэтому такой вариант не очень подходит для нынешней системы, требующей постоянного роста экономики и производства во всем мире, чтобы обеспечить рабочие места. Но экологическая проблема не единственная. Многие опасаются, что автоматизация труда и искусственный интеллект приведут к массовой безработице людей и к растущему неравенству. Новый мир, который будет потреблять минимум энергии и обеспечивать достойную жизнь всем людям, требует хоть какого-то решения проблемы с неравенством в мире. Главное понимать и принимать, что мир все равно изменится, хотим мы того или нет. Быть может, в скором времени мы будем ездить на запрограммированных автомобилях без водителя, а рабочих на заводах заменят роботы. Все эти вопросы и особенно быстро стареющее население планеты требуют пристального внимания. Еще древние римляне задумывались о проблеме ограниченности ресурсов. И сегодня многие люди говорят о том же. Перенаселение планеты и нехватка ресурсов обязательно приведут к ухудшению качества жизни, к войнам, голоду, безработице и нищете. По прогнозам ученых, к 2100 году численность населения Земли вырастет до 11 миллиардов. И логично из всего этого возникает вопрос, успеет ли наука за такими темпами? Уже в 21 веке человечество столкнулось с нехваткой воды, пищи и природных ископаемых. Что же дальше? Конечно же, такой прогноз выглядит весьма пугающим, но хорошая новость заключается в том, что к 2100 году рост населения Земли замедлится, и вымирание человечеству не грозит. Со временем численность людей на планете стабилизируется и не будет так быстро расти. Это произойдет из-за демографического перехода. Раньше в семьях было по 6 детей и больше, и это было нормально. Сейчас же в среднем на семью рождается 2 детей. Причиной тому послужила урбанизация. Ведь раньше для работы в поле необходимо было как можно больше рабочих рук. Сегодня же все больше людей предпочитают жить в городах, поэтому нет необходимости рожать много помощников. Тем более, что воспитывать, одевать, учить детей сегодня требует все больше ресурсов, и не каждая семья может позволить себе иметь много детей. Самый большой показатель рождаемости в Африке. Климат и условия здесь более благоприятные, чем на севере, где людям тяжелее добыть еду и обогреть свой дом. Максимальный прирост населения наблюдается в развивающихся странах. Здесь царит нищета и голод, и людям кажется, что терять уже нечего, и еще хуже быть не может.
Еще в таких странах девочек до сих пор выдают замуж слишком рано. Они не получают даже среднее образование и не могут изменить свою жизнь. Так продолжается из поколения в поколение. В странах Европы, Австралии и Северной Америки в семьях рождается 1-2 ребенка в среднем. Таким образом, семья может дать своему ребенку хорошее образование и лучшие условия для жизни. Высокий уровень медицины в цивилизованных странах и доступная контрацепция также способствуют тому, что рождаемость не увеличивается. Сегодня человечество приходит к обдуманному и сознательному сокращению численности населения. Любые запреты обычно действуют наоборот. Так в Китае просто перестали регистрировать детей, когда ввели большие налоги на 2 и более детей в семье. Рождаемость не упала, а вот жизнь таких детей без документов, без страховки, без образования стала только хуже. Как раз такие условия и порождают преступность и нищету. Демографический переход показал, что проблему перенаселения лучше всего решает повышение качества жизни, а не запреты. Когда женщины стали получать образование, возможность строить карьеру и планировать создание семьи, уровень жизни значительно повысился. Женщины начали работать и платить налоги, а количество ранних беременностей и абортов уменьшилось. Согласно исследованиям Американского института метрики и оценки здоровья, численность населения планеты достигнет пика в 2064 году, а к 2100 снизится. Из-за улучшения медицины и экономики средняя продолжительность жизни выросла. Казалось бы, это хорошо, но на самом деле нет. Ведь это приведет к увеличению среднего возраста всего населения нашей планеты. Это значит, что человечество стареет. По прогнозам ученых, уже к 22 веку средний возраст жителей Латинской Америки будет составлять 49 лет. Хотя еще в 1965 году был всего 20 лет. Средний возраст населения Бразилии будет 51 год, Аргентины – 47, Мексики – 49, Японии – 54, Албании – 61 год. Молодых, активных и работоспособных людей до 30 лет станет меньше. В связи с этим сократится мировой уровень производства. Из-за увеличения людей старшего возраста и уменьшения молодежи население планеты начнет резко сокращаться. Любой сценарий не приведет к идеальной картине мира. Похоже, что и ученые не знают, при каких условиях люди бы нормально существовали и дальше. Одна из идей некоторых ученых заключается в том, что снижение численности населения совсем не станет катастрофой для нашей планеты. Земля сможет очиститься, ведь уменьшится количество бытовых и промышленных выбросов, а экология планеты будет улучшаться. Так снижение численности людей обязательно скажется на сельском хозяйстве. Не все поля будут засажены, многие начнут пустовать, а на их месте будут расти леса. А больше деревьев значит больше кислорода и больше места для диких животных. Быть может, дети, рожденные сегодня или в скором времени, будут жить в лучших условиях и дышать чистым воздухом. Но в то же время им придется жить рядом с большим количеством пожилых людей, а работу будет найти тяжелее, и налоги увеличатся. Все это может спровоцировать рост преступности, массовые протесты и бедность. Многие ученые считают, что проблема заключается не в численности населения, а в количестве потребителей. Так, если бы все люди жили бы так, как племена индейцев или африканцев, то на Земле могли бы проживать до 30 миллиардов людей. Но если все жители планеты начнут потреблять энергию, как жители США и других развитых стран, в таком случае, с точки зрения экологии, Земля давно уже перенаселена. Наша планета – удивительный источник природных ресурсов. Человечеству лишь нужно начать ценить Землю и перестать себя вести безответственно, как бездумный потребитель. Для нормальной и счастливой жизни людям надо не так много. Необходимо лишь перестать засорять Землю в таких масштабах. Тогда на Земле без проблем смогут жить десятки миллиардов людей. А как вы считаете, грозит ли Земле перенаселение и чем это чревато? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!